Привет всем любителям змей и тем, кто их пока еще боится. С вами Анастасия Клёнина, и вы на канале Ученый Змеелов. Представляю, о чем вы сейчас подумали. О чем она? Какие змеи? Вокруг же снег лежит. Неужели мы их из-под снега будем выкапывать? Но на самом деле у нас сегодня немного другая цель. А вот какая? Расскажу чуть позже. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. А причина того, что мы сегодня здесь находимся, у меня в кармане. Нет, это не змея, хотя она находится в змеином мешке. Это, ребята, озерная лягушка. И вот почему она со мной. Дело в том, что не очень давно мы ловили лягушек для обыкновенной ужихи. И мне попалась одна очень большая лягушка. Я решила, что наша ужиха, гигантская, сможет ее съесть. Но, к сожалению, или к счастью для лягушки, ужиха не проявила должного интереса. И лягушка осталась. Я долго думала, что же с ней делать. Жалко, если животное просто так умрет. И поэтому мы решили отпустить ее назад, туда, где поймали. И тут мы увидели объявление о том, что 13 ноября, будет проходить сороконожка. А ее маршрут тянется через село Мордово, как раз мимо того родника, куда нам нужно отпустить лягушку. Мы решили присоединиться к этому ежегодному мероприятию и на нем отпустить животное. Поэтому сегодня мы лягушки-путешественники во всех смыслах. Мы пойдем около 40 километров пешком до села Мордово для того, чтобы спасти и выпустить озерную лягушку. Пойдемте с нами. Итак, я решила донести лягушку до Мордово в кармане своей куртки. Я положила ее во влажный змеиный мешочек. Для того, чтобы она, с одной стороны, не пересохла, с другой стороны, не замерзла, и с третьей стороны, не перегрелась. Вот так все сложно с этими земноводными. Что ни говори, а самарская лука прекрасна в любое время года, даже в ноябре. Мы идем где-то между селом Аскулы и урочищем Ахтуша на Самарской Луке. Здесь очень красиво. Бляха-муха, скользко и очень скользко. Давай еще раз. Лягушка должна доехать целой и невредимой до своего водоема. Кармашек я держу открытым. А ткань мешочка очень тонкая, дышащая. Ну и ладонью я чувствую ее движение в моем кармане.
сейчас иду и думаю о том, что надо сказать большое спасибо организаторам этого мероприятия, сороконожки. Потому что ноябрь очень тяжелый месяц для полевиков и для любителей походов. А тут такая возможность прогуляться по очень красивым местам. Спасибо вам большое, ребят. Вы только посмотрите, какое огромное древнее дерево. Наверное, это дуб, а другие деревья словно водят вокруг него хоровод. Небольшой ликбез про земноводных. Они, можно сказать, предшественники моих подопечных пресмыкающихся. Но в отличие от пресмыкающихся, земноводным для жизни нужна вода. Их кожные покровы не должны пересыхать. Возможно, кто-то из вас удивляется, что мы зимой несем лягушку отпускать. Но сейчас не зима, а поздняя осень. Наша цель – донести лягушку до того родника, в котором мы ее поймали. Вода там не замерзает даже зимой. Пока мы снимали красоты, мы сильно отстали от группы. Я думала, что впереди идут люди, а оказывается, это деревья. Надо нам догнать, чтобы не идти одним, а то это небезопасно. С ума сойти, мы встретили первое живое существо, и это какое-то насекомое, комароподобное. Я, конечно, очень рада, что еще не все уснули, но даже неожиданно. Он еще летает. Периодически я сверяюсь с картой. Вот эта синяя стрелочка – это мы. Нам направо по тропинке, а слева идет дорога на Ермакова. Все правильно. Ну что, пойдем дальше? Интересно, кто это такой вырыл? Посмотрите, какая свежая норка. Землю вырыли. Выкинули, вернее, из норки. Земля холодная, но еще не запорошенная. Недавно кто-то рыл. С ума сойти. Кто-то не спит. Мне показалось, что лягушка немножко подсохла. Вернее, мешочек, который я рукой держу. Надо ее слегка-слегка увлажнить. Прям чуть-чуть покапаю ей на спинку. Выглядит здоровой и живой. А то, может, кто-то не верил, что у меня там лягушка. Вот мы сегодня весь день бежим, а иногда полезно остановиться и посмотреть назад, насколько там красиво. Смотрите, на дереве висит корзинка непонятного назначения. У кого-нибудь есть идеи, что это может быть? Напишите в комментариях.
мы сейчас идем в сторону Волги. И, надеюсь, уже подходим к урочищу Ахтуша, который находится между Ермакова и Севрюкаева. Лягушка в моем кармане, в моей руке шевелится. Она чувствует, что мы близко к ее родине. Надо идти, а то стемнеет. Поразительно. Ребята на моноколесе все еще едут. Все это время по снегу, по полю. Вот это да, удивили. И, наверное, они до конца доедут. Круто. Напишите в комментариях, если вы нас будете смотреть. Представьте себе, мы только что были вон на том холме, на другой стороне урочища. И теперь мы уже здесь. Наш талисман лягушка ведет нас вперед, к Волге. И мы первые, правда, с конца. Из-за этих ребят на моноколесе мне постоянно кажется, что здесь недавно проползла огромная анаконда прямо по снегу. Смотрите, какой след она оставила. О, подходим к Севрюкаево. Мордово – это соседнее село. То есть мы прямо уже близко. Друзья, вот мы и на финишной прямой. Мы уже повернули на Мордово. Замерзли, устали, но лягушку не заморозили. Пойдемте, выпустим животное на волю. Исполним свой долг. Смотрите, вода в луже еще не замерзла. Значит, в Волге и подавно нету льда. Но не это нас пугает, а то, что уже темнеет. Наверное, следующие кадры будут уже в темноте. Друзья, мы это сделали. Мы находимся возле того самого родника, где и поймали эту лягушку. И сейчас мы ее отпустим на волю. Так, как доехала наша красавица? По-моему, отлично. Живая, здоровая и однозначно довольная. Ну что, отпускаем? Ура! Наша миссия выполнена. Итак, сороконожка 2021 стал для нас очень необычный. Мы прошли почти 40 километров пешком, чтобы отпустить лягушку на волю. И, наверное, это был самый необычный выпуск «Ученого Змеелова». Оставайтесь с нами, любите природу и змей. И помните, что они боятся вас больше, чем вы их.